Представьте себе мир без дорог, без машин, без электричества и без графиков. Там, где каждое утро начинается с натягивания тетивы, с поиска свежих следов, с шепота травы и движений в кустах. Это не доисторический фильм, это не реконструкция, это племя Хадза. Последние настоящие охотники-собиратели, которые до сих пор живут так, как жили их предки тысячи лет назад. Их правило – природа. Их профессия – охота. Хадза – один из последних народов на планете, который по-настоящему живет вне цивилизации. Их всего около 1000 человек. И они не подчиняются никакому государству. У них нет вождей, нет имущества, нет скота и полей. Их жизнь строится вокруг охоты и собирательства. Они живут сегодня так же, как и 10 тысяч лет назад. Хадза кочуют по территории вокруг озера Эяси. Каждый сезон они перемещаются, где больше клубней, фруктов, диких пчел и животных. Их дома – это простые укрытия из веток и листьев. Они не строят долговременных построек, потому что на одном месте долго не остаются. Мужчины – охотники, женщины – собиратели. Такой способ жизни обеспечивает племя всем необходимым – едой, водой, материалами для луков и стрел и даже лекарствами. Удивительно, но у Хадза почти нет хронических болезней, ожирения или диабета. Все благодаря активному образу жизни и природному питанию. И самое важное, Хадза – это свободные люди. У них нет начальников, нет долгов, нет зависимости от технологий. Их жизнь – это движение, инстинкт и связь с природой, потерянная большинством людей в современном мире. Главная цель охоты – мясо. Это самая ценная пища для племени. Но на кого охотятся Хадза? В зависимости от времени года и удачи, их добычей могут стать дик-дики – маленькие антилопы, импалы, павианы, кабаны, куропатки, гвинейские птицы, ящерицы и даже вараны. Иногда удается добыть и более крупную антилопу, но это редкость. Жираф или зебра – почти невозможная цель, но бывали случаи, когда Хадза, объединяясь, побеждали даже их. Также Хадза охотятся на птиц, в основном с помощью стрел с тупыми наконечниками, чтобы не повредить тушку. Молодые охотники часто начинают именно с мелкой дичи, прежде чем переходить к более серьезной добыче. Особое место занимает охота на бабуинов. Это не только мясо, но и серьезный вызов. Бабуины умны, осторожны, могут атаковать в ответ. Чтобы успешно охотиться на них, нужны скорость, тактика и опыт. Кроме того, их мясо ценится, хотя и имеет специфический вкус. Для Хадза каждый зверь – это не просто еда, это часть древнего баланса. Они не охотятся ради забавы и никогда не берут больше, чем нужно. Убивая животное, они благодарят природу. Их философия – уважение ко всему живому. Они не видят в себе хищников, а лишь часть мира, в котором каждый должен знать свое место. Иногда Хадза выходят на охоту небольшими группами.
2-4 человека. Один выслеживает следы, второй идет сбоку, третий страхует. Они используют стратегию загонов. Один охотник отпугивает добычу, а другие подкарауливают. Они не шумят, не переговариваются. Все на жестах, взглядах, интуиции. Их успех зависит от слаженности и знания территории. Иногда в засаде можно провести несколько часов, лежа в пыли под кустом, ожидая нужного момента для одного единственного выстрела. Процесс охоты у Хадза — это настоящее искусство. Все начинается задолго до первого выстрела. Во-первых, с оружия. Лук и стрелы — их главные инструменты. Лук вырезают из дерева, обычно используют акацию или другие прочные породы. Тетиву делают из сухожилий животных или волокон растений. Стрелы изготавливаются вручную, и каждая предназначена для конкретного вида охоты. Охотничьи стрелы делятся на два типа: тупые для птиц и мелкой дичи, и острые с ядом для крупных животных. Яд собирается из растения под названием пустынная роза. Это смертельный токсин, действующий через несколько минут. Он парализует добычу и позволяет охотнику отследить ее, даже если выстрел не убил сразу. Охота — это не просто выстрел, это выслеживание. Охотники читают следы, замечают едва видимые отпечатки копыт, свежий помет, поломанные ветки. Они двигаются бесшумно, часто босиком. Зрение, слух и интуиция играют огромную роль. Могут идти за животным часами, выжидая момент для точного выстрела. Если добыча ранена, начинается преследование. Бывает, что хадза бегут десятки километров, пока животное не ослабеет. Иногда они возвращаются в лагерь только ночью, измотанные, но с добычей на плечах. Именно этот способ охоты называют одним из самых древних в истории человечества. Это охота на выносливость. Когда человек побеждает не за счет силы, а за счет терпения, наблюдательности и связи с землей. Для хадза охота как медитация. Никаких лишних движений. Все экономно, выверено, точно. Они могут стоять неподвижно часами, если это приведет к успешному выстрелу. Это не просто ремесло, это образ мышления. Для хадза охота не просто способ выживания. Это часть их идентичности, культуры и воспитания. Мальчики с раннего возраста берут в руки лук. Сначала стреляют по птицам, ящерицам, учатся следить за животными. Охота — это экзамен на зрелость. Удачный охотник пользуется уважением. Его приглашают в охотничьи группы, с ним делят пищу. Но при этом у хадза нет соревнований или зависти. Все мясо всегда делится поровну. Даже если ты не ходил на охоту, ты все равно получишь свою часть. Это основа их культуры. Выживают вместе. После охоты мясо разделывают у костра. Запах дыма, пения, рассказы о том, как поймали добычу — все это превращается в коллективное воспоминание. У костра охотник становится рассказчиком, героем, учителем для младших. Хадза верят, что охота — это не просто физический акт, это общение с духами природы. Поэтому они относятся к ней с уважением и даже ритуалом. Перед охотой некоторые охотники просят помощи у духов.
передают свои стрелы через дым костра для удачи. Иногда в рамках охоты проходят своеобразные учебные выходы. Опытные мужчины берут подростков с собой, объясняют, как слушать землю, как реагировать на запахи, как понимать поведение животных. Это настоящая школа выживания, передаваемая без книг, из рук в руки, из поколения в поколение. Пока цивилизация растет, строит города, летает в космос и погружается в цифровую реальность, племя Хадза продолжает жить на Земле, дышать ветром, слушать птиц и выслеживать добычу. Хадза — это не прошлое, это живая часть человеческой истории. Они не потеряны во времени, они — хранители первобытного знания. Их охота — это зеркало наших истоков, напоминание о том, кто мы были до того, как стали теми, кто мы есть. И, возможно, пока хоть один охотник Хадза идет по следу в тишине, у человечества еще есть шанс вспомнить, каково это — жить в настоящем, чувствовать землю под ногами и добывать свою пищу своими руками. И на этом все. Если вам близки такие истории, подпишитесь. Мы рассказываем о том, что почти исчезло, но все еще живо. О людях, которые напоминают нам, кем мы были, и, может быть, кем еще можем быть.